Трамп высказал свое отношение к войне с РФ. Америка теряет уникальный радар, но планирует наземную операцию. Иран озвучил решение об атаках на соседей. Что сказал президент и как отреагировал Запад? Россия накапливает войска на границе, НАТО стягивает войска в ответ. Мир переходит в фазу глобальной войны. Напряжение на море. Корабли Альянса штурмуют российский корабль. Спираль эскалации может закрутиться в любую минуту. Серия терактов предотвращена. Попытка дестабилизировать обстановку провалилась. Президент в ярости. Каким будет ответ? Об этих и других самых главных событиях вечера субботы 7 марта. Только самое интересное и самое важное в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что вы с нами. Вторжение или провокация. Все может начаться в любую минуту. Разведка предупреждает, Россия накапливает войска прямо на границе. В ежегодном отчете Службы безопасности Литвы пишут, что Москва постепенно собирает войска у границ НАТО, одновременно получая боевой опыт в войне против Украины. Россия, вероятно, создаст не только армию на 30-50% больше, чем была до войны, но и относительно современную. Стратегические резервы вооружений и боеприпасов будут полностью восстановлены. В докладе говорится, что при определенных условиях, прежде всего, если будут ослаблены или сняты санкции, и об этом мы в сегодняшнем выпуске тоже поговорим, Россия может подготовиться к широкомасштабному военному конфликту с НАТО примерно через 6 лет. Аналитики считают, что Кремль способен создать армию на 30-50% больше довоенной и восстановить стратегические запасы вооружений и боеприпасов. Главной целью Москвы остается изменение баланса сил в Европе и подчинение Украины. Провокация на границе с НАТО готовится все активнее и снова у всех на виду. Европейские разведслужбы предупреждают о возможных действиях со стороны Беларуси против Польши. Польша уже ввела дополнительные ограничения на полеты в приграничной зоне с Белоруссией и Украиной. Ночные полеты там полностью запрещены, за исключением военных, а днем разрешены только авторизованные рейсы с обязательной идентификацией. Одновременно СМИ сообщают о перемещении колонн военной техники из Германии в сторону Польши, что может быть связано с усилением обороны восточного фланга НАТО. Одним из косвенных подтверждений того, что РФ может решиться на участие в новом конфликте, является падение рейтинга Путина. Данные из открытого опроса Всероссийского центра опроса общественного мнения, уровень доверия россиян к диктатору опустился до минимального с начала полномасштабной войны против Украины. В феврале 26 года только чуть больше 32% опрошенных называли его политиком, которому доверили бы решение важных государственных задач. Для сравнения, в марте 24-го этот показатель достигал почти 49%. При этом в закрытом опросе, где респондентам предлагалось оценить конкретных политиков из списка, результаты выглядели иначе. Путину доверяют 77,5% опрошенных. В конце декабря 25-го этот показатель составлял практически 81%, а о недоверии в феврале заявили почти 18% участников опроса. Это, конечно, не обвал, но падение значительное. Напряжение на Балтике растет. Все чаще российские корабли попадают под удар правосудия. Швеция перехватила в Балтийском море танкер, который подозревают в принадлежности к теневому флоту России. Шведская береговая охрана взяла судно под контроль у города Треллеборг после того, как возникли вопросы к его флагу и юридическому статусу. Речь идет о грузовом судне «Каффа» длиной около 96 метров. Формально оно шло под флагом Гвинеи, но шведские власти считают его судном без гражданства и подозревают использование фальшивого флага. Власти предполагают, что ранее танкер мог ходить под российским флагом и затем сменил его на гвинейский. Так называемый теневой флот России используют для обхода нефтяных санкций. Речь идет о старых танкерах, которые часто отключают системы отслеживания и меняют флаги. Все равно против кого воевать. Это уже бравада или еще храбрость? Дональд Трамп в курсе контактов Москвы и Тегерана, но ему все равно. Министр обороны США Пит Хексет заявил, что Вашингтон не обеспокоен сообщениями о передаче России разведданных Ирану для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Американский народ может быть уверен, что его главнокомандующий хорошо знает, кто с кем разговаривает. Все, чего не должно происходить, будь то публично или через неформальные каналы, встречает решительное противодействие.
США внимательно отслеживают все подобные взаимодействия и готовы реагировать при необходимости, уверяет министр. В Белом доме тоже заявили, что это не имеет большого значения, поскольку американские силы продолжают наносить удары по объектам Ирана. Ранее медиа, включая The Washington Post и CBS News, сообщали, что Россия передает Тегерану данные о передвижении американских сил или союзников в регионе. Более подробно на эту тему мы говорили в предыдущем выпуске. Посмотрите обязательно. Одним из последствий такого взаимодействия должно быть и стало то, что Ирану удалось нанести один из самых чувствительных ударов по системе противоракетной обороны США на Ближнем Востоке. По данным Bloomberg, в начале войны был уничтожен американский радар стоимостью около $300 миллионов на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Этот радар использовался системой THAAD и играл ключевую роль в обнаружении и перехвате баллистических ракет. Повреждения подтвердили спутниковые снимки. Эксперты отмечают, что удар по этому радару может серьезно ослабить региональную систему противоракетной обороны США, ведь именно он обеспечивает раннее обнаружение ракетных угроз. В мире всего 8 таких батарей, каждая стоимостью около $1 миллиарда. После потери радара часть нагрузки может перейти на комплексы Patriot, запасы ракет к которым уже ограничены. По данным источников в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп также обсуждал возможность размещения ограниченного американского наземного контингента на территории Ирана, но после завершения активной фазы войны. Речь идет не о полномасштабном вторжении, а о небольших силах, которые могли бы контролировать ключевые объекты, включая ядерную и нефтяную инфраструктуру. В столице прозвучало громкое заявление. Тегеран решился на невероятный поступок. Декларация достойна лучших примеров. Хотя, может, это безвыходная ситуация. Теперь там заявляют, вместо «у нас заканчиваются ракеты» или «слишком много стран на нас ополчилось», там говорят «мы решили прекратить наносить удары по всем соседям». Только с оговоркой, если не было атак по иранской территории из тех стран. Наши вооруженные силы отдали свои жизни ради защиты страны. Когда наши командиры были атакованы, они не отступили и продолжали защищать территориальную целостность страны. Они самостоятельно приняли необходимые меры. Приношу извинения соседним странам. Соседние страны — наши братья. Мы не намерены нападать на соседние страны. Мы хотим вместе с нашими соседями обеспечить мир, спокойствие и стабильность в регионе. Правда, через несколько минут после этого заявления было зафиксировано попадание «Шахеда» по аэропорту Дубая, а через некоторое время — обстрел Бахрейна. Заговор сыпется, когда спецслужбы работают. За несколько дней до удара по азербайджанскому Нахчевану представители, связанные с корпусом Стражи Исламской революции организации, заявляли о якобы готовящихся атаках на азербайджанские школы, заранее пытаясь переложить ответственность на Израиль. Позже один из беспилотников действительно упал рядом со школой. Параллельно медиа, связанные с корпусом, начали распространять версии о том, что Азербайджан якобы сам атаковал свою территорию под руководством Израиля. Через сеть каналов, ориентированных на азербайджанскую аудиторию, распространяется дезинформация о том, что израильские дроны якобы взлетали с территории Нахчевана и наносили удары по Ирану. Такая информационная кампания может быть частью попытки раскачать Азербайджан по сценарию, ранее применявшемуся в других странах региона. Напомню, служба государственной безопасности Азербайджана сообщала, что предотвратила диверсионные акции, которые, по ее данным, готовились при участии корпуса Стражи Исламской революции. Целями могли стать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство Израиля в Баку, а также объекты еврейской общины. По данным спецслужб, в страну были ввезены 3 взрывных устройства, но их передачу удалось пресечь, а сами устройства обезвредить. Хотя президент Ирана в разговоре, что интересно, с Путиным, заявил, что не планировал удары по Азербайджану. Кому таки верить? А кому тут верите вы? Пишите в комментарии обязательно. Администрация США рассматривает возможность частичного снятия санкций с российской нефти, чтобы увеличить предложение на мировом рынке и предотвратить дефицит сырья. Мы можем снять санкции с другой российской нефти. И, по сути, сняв с нее санкции, Минфин может создать дополнительное предложение на рынке. И мы рассматриваем этот вариант. Мы будем и дальше в определенном ритме объявлять меры, которые помогут облегчить ситуацию на рынке во время этого конфликта.
Накануне США уже выдали Индии 30-дневное разрешение на закупку российской нефти, которая была загружена на суда до введения ограничений. Мы говорили с вами об этом в предыдущем выпуске и задавались вопросом, не задумана ли вся эта большая война, в том числе и для снятия санкций с РФ. Спасибо вам за ответы в прошлом выпуске. Не забывайте написать свое мнение и под этим видео. Но лицемерие не мешает России в то же время бороться за присутствие на международных соревнованиях на прогнившем Западе. Кровавый флаг на Олимпиаде. Сборная России приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии, которая прошла на стадионе в Вероне. Впервые с 2014 года на мероприятии был засвечен российский флаг, его несла итальянская волонтерка. Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступать на играх с флагом и гимном. К соревнованиям допущены 6 российских паралимпийцев. А я напомню, многие из их состава являлись участниками войны против Украины и оккупации ее территории. Против такого решения выступили власти Украины, заявив о бойкоте церемонии открытия. К протесту присоединились еще 10 стран. В результате флаги государств, бойкотировавших мероприятие, на стадионе пронесли волонтеры. А в прошлом выпуске еще одна страна неожиданно вступает в войну на стороне Ирана. Решение, которое способно резко расширить конфликт и поменять расклад сил. На море шок, гордость флота уходит ко дну, и это называют самым крупным потопленным кораблем со времен Второй мировой. А следом звучит требование немедленной капитуляции. Параллельно Москва уже угрожает следующему соседу, и теперь главный вопрос, насколько серьезно Кремль готов идти дальше словами и действиями. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся уже утром.